Всем привет, меня зовут Кристина, и вы на канале Кристин Долинс, где сегодня я покажу, что я купила на Озон, Алиэкспресс и прочих маркетплейсах, и также приобрела или сделала сама с течением времени для Хэллоуина. Я праздную Хэллоуин не один год, а с 6 лет, да, казалось бы, 6 лет, живя в России. Еще устраивая на даче, среди друзей, еще ребенком, мероприятия, конкурсы, игры, я решила, что это мое. Я очень люблю этот праздник, я до сих пор каждый год собираю людей в своей квартире, мы ходим по району или в соседней территории, где делаем даже трик-or-тритинг, делаем разные конкурсы, очень много тематических блюд. Мне кажется, что Хэллоуин это что-то очень красивое и атмосферное. Если не воспринимать это как что-то страшное, что приносит беду, а относиться к этому как к красивой тематике, которая может просто разбавить твои серые будни, это же супер! Так что покажу, что у меня есть. Кстати, уже в следующем видео, 31 октября, я покажу, как я праздную Хэллоуин в этом году. А это будет достаточно знаменательный Хэллоуин для меня, потому что он будет последний в этой квартире. И это будет означать для меня какой-то конец эпохи. И я хочу сделать это особенным. Ну а пока хочется перейти к распаковке. Итак, перейдем к теме этого видео, а именно, что мне пришло с Алиэкспресса и других маркетплейсов, а также сделано было мной за многие годы. Без зависти. Первое, что мне попалось под руку, это очень старая, милая тыква-китайский фонарик, которую я каждый раз вешаю при входе к своей двери в подъезде, чтобы все соседи знали, что это за чертовка тут празднует. Это дьявольский праздник. Она уже убитая, у нее уже совершенно не работают механизмы крепления, и каждый год я ее клею новым скотчем и вешаю вот так вот за эту ниточку, которую сама приделала, к потолку подъезда. Кстати, ни разу соседи не сорвали это. Мне очень повезло с соседями, либо просто люди боятся, что если они тронут это. Они будут прокляты. Следующий предмет я также вешаю на входную дверь, чтобы обозначить для гостей, которые ко мне приходят, что это Witch Zone, то есть здесь обитают ведьмы и проводят некое мероприятие. Мне очень нравится, что здесь есть такие милые летучие мышки на проволоках. Их можно прям буквально кастовать под себя, направляя куда хочешь. И есть такая проволока, которая крепится на глазок, либо на какой-то гвоздь, но в моем случае на глазок. И украшает твою дверь, чтобы соседи даже не сомневались, что здесь какой-то сатанинский праздник происходит. Кстати, здесь даже есть такая надпись, так что это Хэллоуин. В этом году я решила, что мне нужно также украшать дом по-осеннему к Хэллоуину, то есть не просто делать всякие тыквы, шапки и так далее, что ассоциируются напрямую, но также дополнительно какими-то мелочами вроде осенних листьев. То есть у меня в ванной есть листики, кстати, очень похожие на эти по форме, и они куплены в Икее. Но я подумала, что было бы забавно завершить этот цикл роста растения, потому что к сентябрю, октябрю, как все знают, созревает все, картошку собирать и так далее, если я, конечно, все не путаю. Мои зеленые листики стали осенними, обогатились ягодками, и я их поставлю в вазочку, чтобы это просто дополняло атмосферу осенью. Также я купила более маленькие и немного другие по форме листики клена. Здесь также есть ягодки, возможно, для меня это очень важно, чтобы на листиках были ягодки. Мне вообще кажется, что я очень люблю сочетание ярких каких-то листьев с вот такими милыми вкраплениями ягодок. Это создает очень теплую, уютную атмосферу для дома, и эти листья я планирую класть на какой-нибудь стол, под телевизор, на окно. В общем, не ставить в вазу, потому что они более короткие, в отличие от тех, а скорее класть, чтобы везде в квартире были признаки теплой осени. К сожалению, в России иногда в Хэллоуин уже идет снег, поэтому мы поддерживаем видимость осени как можем.
Также недавно я купила вот такую паучью скатерть. Каждый год, когда я зову друзей к себе в квартиру на празднование, я прошу приготовить тематические блюда, вроде болоньезе, но только с использованием черных макарон, если что, они делаются с использованием чернил каракатицы, или каких-то блюд, нарезанных в виде пауков и так далее. Но еще более крутым дополнением к этому станет такая скатерть, потому что пауки и Хэллоуин — это супер мэч, на мой взгляд. И классно, что скатерть не белая, а черная, потому что у нас все-таки праздник ужасов и атмосферы, а не просто грязная квартира. Я думаю, это самая крупная вещь из всех, что у меня есть, и это пенопластовый гроб. Он уже не новый, по нему, наверное, видно, но мне кажется, что это вообще не портит его, потому что эти детали делают его как будто антуражным, таким немного старым, что дополняет эту атмосферу древних ужасов и страхов. Следующий атрибут, который я хочу показать, это вот такая вот чаша для трикотритинга. Если что, трикотритинг — это сбор конфет, которые проводят в основном дети, в основном в США, ходя по соседям. Они часто говорят trick or treat, что значит сладость или гадость, и имеют в виду, что если ты не дашь нам конфеты, мы там обкидаем твой дом туалетной бумагой и так далее. Но, если честно, я никогда так не делала, потому что я понимаю, что в России это не очень популярно, и мне очень приятно, когда люди с пониманием относятся к трикотриттингу и дают нам конфеты. А самое душевное и классное на самом деле, когда у людей нет конфет, но они так хотят нас порадовать, что дают просто какие-нибудь сырники со стола, какие-то блинчики. Это так мило, потому что у людей нет что-то, что они могут дать каноничного, но они дают это с русской ноткой. Это вообще как будто еще более уникально и душевно. Честно признаюсь, я думала, что эта тыковка будет побольше, но она чуть меньше моей ладони. Я планировала класть сюда конфеты, чтобы это было как в хэллоуинских мультиках и сериалах, но, к сожалению, так как она очень маленькая, туда помещается достаточно маленькое количество конфет, и в основном я это либо даю гостям, у которых с собой нет ни пакета, ничего для сбора сладостей, либо кладу туда снеки и ставлю на стол, потому что это выглядит мило и максимально соответствует атмосфере. Это же буквально тыква. Также в этом году я купила вот таких летучих мышек. Я увидела очень красивые фотографии на Пинтересте, типа таких, и там очень мило украсили угол стены. Я подумала, да, мне тоже так надо. У меня много украшений на Хэллоуин, но никогда не бывает достаточно, как будто. Нет ощущения такого. У меня уже есть своя коробка для украшений на Новый год, на Хэллоуин, на День Святого Патрика. Вот так выглядит летучая мышка внутри. Она сгибается таким образом и крепится к стенке, потому что красота всегда проявляется в деталях. Тут также есть такие крепежи, на которые это клеится без повреждения стены. И мило, что мышки в достаточно большом количестве, и при этом они отличаются по размеру, что делает это как-то более натуральным, асимметричным, дополняющим друг друга. Следующий атрибут, который у меня есть, часто люди используют не так, как это делаю я, и это ведьминские шляпы. Да, обычно их надевают на голову и ходят так. Просто я решила, что будет круто, и каждый год я так и делаю, привязывать их к потолку. Я обвязала их вот обычной ниткой, и каждый год они висят у меня на потолке и вот так крутятся от ветра из окна. И люди думают, боже, это что, призраки? В Хэллоуин не просто так говорят, что это праздник ужасов, да? К нам пожаловали какие-то гости. Мне кажется, это супер. Друг, я надену на тебя шляпу, чтобы ты был каноничным.
Я уже говорила, что каждый год я хожу на трик-or-тритинг по возможности, кроме там редких исключений, когда это просто могло бы испугать людей. Не по-хэллоуински. И у меня есть своя персональная, любимая сумочка для Хэллоуина. И тут даже без постановы, я просто случайно увидела, есть барбариска. Я понимаю, что барбариски мало кто любит, и честно, я сама ее не люблю, не просто же так она тут лежит. Но тот факт, что ее кто-то положил, дает понять, что все-таки это используется по назначению. Мне нравится эта сумка тем, что она, во-первых, мягкая, во-вторых, она не может поцарапаться или испортиться. Она как будто бы может служить много лет. И, кстати, очень нетипичное использование, которое я искренне делаю. Надевать это как шляпу. Мне кажется, что это выглядит мило, и люди, которые смотрят на меня на улице, думают, боже, она такая странная, но улыбаются, и я думаю, что понимаем настроение. Так что надеюсь, что вы будете не против, что я так буду сидеть какую-то часть видео. Может, и всю. Я очень много времени трачу на то, чтобы распутать предметы, потому что это нереально. Это все красиво, но оно настолько легко путается, что это вообще не сравнится с наушниками. Вот как люди отказались от проводных наушников, но не могут придумать гирлянду, которая бы не путалась. Не понимаю. Следующая запутанная вещь — это, конечно, одна из гирлянд. Но это, я бы сказала, еще не очень сильно запутанная вещь. Здесь изображены как бы кровавые, но на самом деле нет, это фейсплат, инструменты. Часто я вешаю это либо наверх, где-то возле потолка, либо возле окна с внутренней части квартиры, чтобы люди, проходящие на улице, пугались, что же это такое, почему там развесили какие-то странные окровавленные предметы. Мне кажется, что это выглядит красиво, и оно стоило очень дешево, точно стоит своих денег, и таких я бы на самом деле купила еще побольше, но уже в другой стране. Следующий лот — это обычная гирлянда, которая просто красиво светится оранжево-желтым цветом, и мне кажется, что любой праздник очень хорошо дополняется, когда в нем есть гирлянда. Это дает какой-то такой приглушенный, романтичный свет мероприятия, и на Хэллоуин точно приглушенный свет нужен, так что гирлянда как будто здесь в самую тему. На самом деле у меня в пакете очень много гирлянд. Многие называют меня человек атмосферы, и я думаю, это не зря, потому что у любого человека атмосферы должно быть так много гирлянд. И это лишь те, что светятся, ведь у меня еще очень много запутанных и распутанных бумажных гирлянд, которые вы частично уже видели. И вот одна из них, мы делали это с моей подругой, и честно, я не знаю, как это распутать, поэтому я просто буду ждать мужа, который мне поможет, каждый год он это делает. Я покажу ее детальнее на тех частях, которые отвалились. Возможно, мне стоило делать это не из обычной бумаги, а из картона, и не из обычной нитки, а вот из такой бечевки. Мне кажется, это выглядело бы лучше и точно бы не так сильно путалось. Возьмем это на заметку. Последняя гирлянда на сегодня, и не одна, их здесь тоже много, они просто снова запутаны, их здесь, по-моему, 2 или 3. Это скелеты, которые при растяжении выглядят как скелеты, я понимаю, что, наверное, пока не особо похоже. Возможно, это немного похоже на паутину в данной ситуации. Но это скелеты, которые держатся так вот за ручки, такие братья-скелеты, которые украшают постоянно мой потолок коридора. Товары, которые я покупаю каждый год, максимально отходя от принципа экологии, которого я придерживаюсь. Это мое исключение, моя guilty pleasure, и это паутина, которая очень красиво растягивается. Здесь, конечно, не скажешь. Кажется, будто это какие-то хитровые носки, я не знаю, как из моей прошлой распаковки гольфа, которая думала, что это вообще трусы или что-то, бинты. Но она очень реалистично выглядит, когда ее вот так растягиваешь. Правда, у нее есть большой минус. Почему я покупаю ее каждый год? Она очень сильно грязнится и путается, и потом она не выглядит так, как хотелось бы. Поэтому, к сожалению, приходится жертвовать какими-то своими принципами.
На этих кадрах вы можете посмотреть, какой результат у нас получился. Последние годы я часто слышу, что у людей нет атмосферы какого-то праздника. И мне кажется, что ее и не будет, пока ты сам не погрузишь себя в эту атмосферу. Попробуй включить несколько сериалов, украсить дом и послушать музыку, и я думаю, у тебя все получится. Ну а на этом мое видео заканчивается. Спасибо большое за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Скоро выйдет видео о влоге, как мы праздновали Хэллоуин в этом году. Всем пока!